что, господа, новый RS5, V6, 2,9 литра, 510 лошадиных сил, 600 момента, плюс электромотор, 177 лошадиных сил и 460 момента. И в общей сумме мы получаем 839 лошадиных сил и 825 крутящего момента. Я вообще любитель гибридных машин. Мне нравится новая М5, нравится XM, нравится Urus SE. А фишка в том, что есть выбор. Когда тебе нужно где-то тихо проехать, ты можешь проехать тихо. Нужно громко, включил режим RS. И ты уже кого-то бесишь и притягиваешь чьи-то взгляды. Ну или кто-то ездит на работу спокойно, можно ездить чисто на электро. Зарядил ее, поехал на электромашине, 80 километров доступных на электро. Вполне достаточно, чтобы доехать на работу и обратно. А вечером можно кинуть на зарядку. Кстати, насчет веса. Многие жалуются, что машина тяжелая, так же, как по поводу М5 новой. Но по мне, так она рулится прикольно. Даже при 5% зарядки уже доступна полная мощность. А разгон до 100 занимает 3,6 секунды. Кстати, у Audi есть такая особенность, что анимация фар при открытии тачки срабатывает только 3 раза. И чтобы она начала работать, я должен завести мотор, и тогда анимация снова будет доступна. Сбоку RS-ка шире, чем обычная А5 на 9 сантиметров. Что сразу заставляет меня думать о том, что я должен воткнуть сюда 22 колеса. Сейчас тут стоит 21, а в базе идут 20. В этой комплектации у нас установлен черный пакет, есть камуфляж карбон. Здесь у нас будет все в камуфляж карбоне, который мы видели на e-tron GT первый раз. По умолчанию машина имеет задний приоритет, то есть больше крутящего момента уходит на задние колеса. Но в настройках мы можем варьировать распределение мощности как на задние колеса, так и на передние. Сзади у нас установлен спортивный выхлоп. Это можно заметить потому, что он имеет темную матовую окраску. Это, кстати, у нас седан. Но багажник, если мы посмотрим, имеет доступ в салон. Это можно сочетать, в принципе, авантом или спортбеком. Хотя это называется седан. Здесь у нас находится буксировочный крюк. Аккумуляторная батарея, которая питает электромотор, находится под поликом багажника. Поэтому запасного колеса, как на гибридных моделях, здесь нету. Так выглядит анимация фонарей. В меню я могу выбрать различные варианты графики, которые в том числе меняются и спереди. И, кстати, эта машина, вот так сбоку, если посмотреть на нее, то вот эта часть похожа на e-tron GT крыло. И вот этот воздухозаборник сделан так же, как на e-tron GT. Я, кстати, когда первый раз увидел, думаю, нифига себе. В данной комплектации нету карбонно-керамических тормозов. Я вот сейчас ехал, и мне показалось, что тормозов немного не хватает, потом вышел, удивился. И оказывается, действительно нет керамики. Сейчас я покажу, как работает заслонка выхлопной системы. Сбоку, если посмотреть, в принципе, машина выглядит почти как спортбэк. Крыша более-менее покатная. Тяжело назвать седаном. Сейчас я покажу подкапотное пространство. С таким характерным звуком закрывается капот. Что, пройдемся по интерьеру. Тут у нас, кстати, такие ручки прикольные новые появились. Спереди. Я в новых Audi до этого не ездил, поэтому скажу, что интерьер прикольный. Вживую он выглядит прикольно. Вот этот закругленный экран выглядит как что-то новое. Блок регулировки света теперь сюда переместился. Коврики RS, пороги RS, 3 экрана, экран для пассажира. Пошли, пассажир. Сядем, посидим. Сейчас продемонстрирую вам, какие заставки. Кстати, только что была опция, машина запищала, так как сбоку меня проезжал велосипедист. Неожиданно засняли. Сейчас я закрою машину и покажу заставки.
Так это выглядит, когда автомобиль заводишь. Третий экран для пассажира. Не знаю, зачем он нужен. Но тем не менее, может быть, можно фильмы смотреть, я не проверял. Камера, кстати, у нас такая. Ну, нормальная камера. Авто. Да, приятно работает мультимедиа. Режим РС. Что, поедем прокатимся сейчас на этой машине? Послушаем звук выхлопа, эмоции. Выхлоп в салоне тоже прикольно. Не знаю, тут есть имитация. Тормоза я поставил бы керамику, естественно. Я, в принципе, не понимаю машины такой мощности без керамики. Ты не можешь ее использовать по назначению, по сути. Жопу немного подкидывает в поворотах. Не критично. Лёшка вообще отлично. Сказать в итоге, машина прикольная, мне очень понравилась, нужно ее еще тестить, когда будет доступна машина уже для полноценного тест-драйва недельного, мы попробуем ее. Но если сравнить CN3, то, на чем я недавно ездил, то это мне больше нравится. Это однозначно. По салону, по всему вообще. На данный момент пока что нету никаких конкурентов, я бы взял бы эту машину 100%. Салон прикольный, 3 экрана, ну да, вот третий экран может быть странно выглядит, но если взять новый Mercedes GT 4-дверный, который недавно выпустили, там тоже так же экран стоит странно. Это выглядит прикольно, вживую вот это выглядит прикольно реально. Потому что экраны такие закругленные. Вот это не прикольно. Центральная консоль не прикольно. Мне не нравится. Сиденье удобно. Ну, в принципе, как и в предыдущих RS5, и RS4, там, во всех RS-ках. Удобная посадка, удобная, мне нравится. Локти лежат нормально. Типа, не устанешь. 10 секунд написано доступен. Закончился. Так, мы приезжаем к нашему отелю. Сейчас мы будем прощаться с этой машиной. Завтра попробуем Avant. Возможно, что-то новое ощутим. Кстати, я помню, что когда я ездил на RS6 и на RS7, я вот на них подряд ездил неделю на той, неделю на той, то мне показалось, что RS7 управляется немного хуже, чем RS6, да, хотя машины по сути одинаковые. Но по внешке, как бы, мне больше нравится RS7, потому что я очень не люблю универсалы. Вот, а RS7 выглядит прям вообще зачет. И даже обвес никакой не нужен. Хоть есть обвесы там, да, и Mansory делали, и ABT, все вообще. Приехали в Мак за кофе, сейчас возьмем кофе, чтобы немного проснуться. Что тут у нас стоит? Ну, наследник. Шкода Октавия. Такой, кстати, ключ. Вот. РС, брелок.
А это ключ от Kia. Ну, какой лучше. Уже надо какие-то обвесы делать, по мне так. Вот сюда не хватает немного ширины внизу. Топчик. Эти штучки у нас не крутятся. Это чисто фишка для видосов, что вот эти колпачки крутятся и на месте стоят. Но у нас они почему-то не крутятся. Давай, кстати, проверим, а ну-ка. Я сейчас назад немного сдам. Ну ладно. Так выглядит анимация задних фонарей. Здесь у нас установлен еще один OLED фонарь сверху. Такого нету на седане, но есть в Аванте. Электрическая шторка. Это, кстати, штучка, чтобы снимать колпачки из колеса. Пошли покажем, как это делается. Оп, так захватываешь. Сейчас. Вот. Вот такие чудеса науки. Что-то новенькое кто-то узнал про машину. На новый RS5 Audi сделали магазин свой, Audi Store. Здесь можно покупать темы для оформления вашего экрана, а также какие-то другие штуки. Я еще пока не разобрался. Вот так это выглядит примерно. Функции, видимо, и функции можно будет покупать, я так понимаю, типа матричные фары там и так далее. Карта, кстати, вот так вот работает. Сейчас покажу. Кстати, почти не тупит экран. Нормально работает. Вон туча даже налетает на гору. Окей.